Неприятные, гадкие и всеобъемлющие паразиты знакомы нам всем. Они задолбали нас на коже, в организме, в лесу и не дают покоя даже нашим котейкам и собакинам. Но вы думаете, что морских обитателей обошла эта участь? О, нет. Эти паразиты даже куда более наглые, чем сухопутные, если можно их так назвать. И сегодня мы поговорим о 7 таких стрёмных по своему поведению виду морских паразитах. Но смотреть это видео во время приема пищи я вам настоятельно не рекомендую. Номер 1. Мокрица, пожирающая язык. Является ракообразным. Имеет габариты от 3 до 4 см в длину. Этот наглец проникает через жабры и прикрепляется к основанию языка рыбы и высасывает кровь с помощью когтей в своей передней части, что приводит к атрофии языка из-за недостатка крови. А сейчас самое удивительное. После этого негодяй как бы заменяет язык рыбы, прикрепляя собственное тело к мышцам культи языка. Рыба может использовать паразита так же, как и нормальный язык. Это единственный известный случай, когда паразит настолько зажрался, что функционально замещает собой орган хозяина. Но, собственно, паразит не причиняет иного ущерба хозяину. Когда заразы заменяют собой язык, некоторые питаются кровью хозяина, но большинство – слизью рыбы. Какой-то опасности для человека, кроме случайного укуса при контакте, паразит не представляет. Но никому не пожелаю получить кусь от этого. Даже улыбка наглая. Номер 2. Сакулина. Различные виды этой желтой титьки паразитируют на нижней стороне пуза различных морских десятиногих раков, а также на крабах. На последней стадии развития личинка женского пола прикрепляется к клешне краба, находя мягкую кутикулу. При этом все ее туловище с ножками сбрасывается, а на голове образуется шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка сакулины переходит в полость тела краба в виде скопления клеток. Затем те оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты высасывают из тела хозяина питательные вещества, заходя даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает вид мешка, оставаясь прикрепленным к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба сакулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободно плавающий самец сакулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец всю оставшуюся жизнь и жизнь партнерши будет жить с ней в одной общаге и заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца. И она отправляет приглашение не одному тунеядцу. Почти каждая самка сакулины имеет 2 канала, где могут одновременно жить 2 самца. Оплодотворенные яйца вынашиваются в мешковидном выросте тела самки, который расположен на нижней стороне панциря краба-хозяина, как раз там, где находятся брюшные ножки, на которых самки краба вообще-то вынашивают свои собственные яйца. Когда сакулина начинает заниматься делом со своими дружками, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться, и бесится не по-детски. Обычный, незараженный краб, теряя клешню, может отрастить новую, но бедняга, оплодотворенный паразитом, уже не способен к регенерации конечностей. Самка краб заботится о яйцах сакулины, как о собственных, тщательно ухаживая за ее яйцевидным мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам. При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нем и машет клешнями, перемешивая воду и тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение. Номер 3. Китовые вши. Даже у бедных китов есть вши. Как подчеркивает их название, они обитают на коже китообразных. Особенно они любят анальное и половое отверстие и начинают поедать их ткани, что приводит к образованию язв, доходящих до слоя подкожного жира. Китовые вши имеют широкое и плоское тело, а также сильные ноги. В отличие от других нахлебников, китовые вши не передвигаются с помощью течения, а передаются от кита к киту только при тактильном контакте. Чаще всего это происходит, когда мать кормит детеныша молоком. При этом они представляют пользу для некоторых морских биологов.
Так как срок жизни китовых шей гораздо меньше, чем самих китов, а размер популяции гораздо больше, то у них больше генетическая изменчивость. Выходит, что изучать историю видообразования китов нередко оказывается проще по их вшам. Номер 4. Болянусы. Этих нахлебников также называют морскими желудями. Этому названию они обязаны форме раковины, напоминающей закрытый бутон или же желудь. Встречаются они во всех морях. Они относятся к опростателям, так как прикрепляются своей широкой подошвой к любым подводным предметам, камням, раковинам моллюсков, днищам судов, а также могут прикрепляться к различным морским животным. И бедные киты, к сожалению, не стали исключением. Более того, в отличие от предыдущего паразита, гиганту не так легко от них избавиться, ведь клейкая жижа, вырабатываемая болянусом для закрепления на поверхности, весьма устойчива. Она не подвержена воздействию сильных кислот, щелочей и органических растворителей и может париться даже при температуре свыше 200 градусов по Цельсию. Номер 5. Морские уточки. Эх, да если бы они были похожи на уточек, а так они очень схожи с морскими желудями, поскольку ведут одинаковый, оседлый, неподвижный и ленивый образ жизни. Также они не едят питательные вещества хозяина, а питаются планктоном. Однако они отличаются наличием достаточно длинного стебелька, которым прикрепляются к субстрату, более крупным размером панциря и более причудливой окраской. Иногда наружная хата кита настолько ими заселена, что они не могут расти в ширину. Тогда они становятся длинными и тонкими, как большой карандаш. Номер 6. Миксины. Это самые противные паразиты китов. Это такие тварины, что они являются единственными известными современными животными, у которых есть череп, но нет позвоночника, и длина этой заразы может достигать 2 метров. Эти паразиты пробивают плотные покровы хозяина и пьют его кровушку, вампиры липовые. Кроме того, они заживо постепенно поедают кита хозяина. Они в нем еще и живут постоянно. Особенно от этих тунеядцев страдают киты с пониженным иммунитетом, так как их организм попросту не может сопротивляться им. Эти червообразные существа прогрызают плотную шкуру и добираются до питательного китового жира. А чтобы не искать нового кита после каждого перекуса, они выгрызают в нем место для проживания. Живут миксины в китовой общаге до тех пор, пока млекопитающее не уплывает в холодные северные воды. Покидая хозяина, эти паразиты оставляют глубокие шрамы, которые могут оказаться летальными. Но можно ли надрать им задницу? Да. Горбатые киты используют специальный способ. Прыгают над поверхностью воды, плюхаясь в нее с невероятной силой. От такой ударной волны многих паразитов, поселившихся на теле, попросту сметает. Но, к сожалению, полностью от паразитов этот трюк не избавит. Номер 7. Минога. Самое интересное я оставила напоследок. Вот так выглядит наш последний участник. Вы спросите, что это за плавающая зубастая ерунда? Знакомьтесь, это хищный речной, а иногда и морской житель. По способу питания он очень схож с миксинами, ведь кровушка рыбы – главное лакомство миноги. Большинство из них являются паразитами, прикрепляясь ртом к жертве, плавая с ней и постепенно высасывая из нее кровь. Для этого у них есть круглый зубастый рот, окруженный присоской, но при этом у них нет челюстей. Также их гладкое тело не имеет чешуи. Ее жертвами могут быть лосось, скумбрия, корюшка и множество других рыб. Причем по типу питания это паразит с задатками хищника, так как в пищеварительном тракте находили даже фрагменты мышц, костей, кишечника и даже сердца видов жертв. Их габариты также могут напугать, ведь в длину они могут достигать от 8 и до 45 сантиметров. Одна из таких крупных миног даже однажды напала на человека, купающегося в море. Да, она может представлять опасность и для людей. Если ее словили рыбаки, то они пытаются схватить ее за голову ниже присоски, иначе она легко может впиться своими зубами в руку. Но это не должно привести к тяжелым последствиям. И чтоб вы думали, эти кровососы считаются в кулинарии деликатесом, и многие люди с радостью и аппетитом потребляют их в пищу еще с давних времен. Что ж, теперь вы больше знаете о надоедливых сожителях наших морских собратьев. Если вам еще не стало плохо от отвращения, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с другими любителями морских глубин. Благодарю за просмотр!